К лошади всегда относились как к рабочей силе, а не как к домашнему питомцу. Потому что вплоть до технической революции лошади оставались самой важной составляющей животного хозяйства. Но сейчас ими просто можно любоваться. Тем более, что они действительно прекрасны. Первая лошадь была приручена в 4500 году до нашей эры. С приручением этих красивых существ для человека стали открываться новые горизонты и возможности. В некоторых странах даже сейчас они до сих пор используются в домашнем хозяйстве, а некоторые, наоборот, в ущерб механизации снова начинают использовать лошадей, поскольку это экономичнее и экологичнее. Изначально лошади использовались исключительно в колесницах и повозках. С появлением седла возможностей стало больше. Одна из самых древнейших пород – арабская. Несмотря на свой небольшой рост и тонкие ноги, они чрезвычайно выносливая порода. Не только работа, но и отдых. Через некоторое время лошади стали выполнять не только рабочую функцию, но и эстетическую. Появились выездки и скачки. Для этих целей из восточных стран привозили красивых, статных, выносливых и быстрых лошадей, на которых был громадный спрос. Любая лошадь достойна быть породистой, если ее занесли в книгу родословной лошадей. Впервые эта книга была напечатана в Англии аж в 1791 году. Несмотря на внешнюю покладистость, приручить лошадь не так-то просто. Объезжать совершенно дикого коня – это падение, боль и запрет обиды на животное. Не каждому понравится, когда на него взгромождается человек. Первый инстинкт коня – бежать. Особенно, когда на него впервые садится человек, это паника и испуг. Главное и непростое – удержаться на спине лошади. Никогда не подходите к лошади, будучи пьяным или если вы боитесь ее. Их острейшее обоняние способно почувствовать запах алкоголя, которого не выносит ни одно животное, а ваш страх даст ей возможность вести себя так, как хочет она, а не то, что хотите от нее вы. Отылпаем за более чем долгий период со времени первого приручения, лошадь была одной из самых податливых к обстоятельствам пород, нужны были только рабочие, а не пахали. Скачки, пожалуйста. Работа с детьми – они самые нежные и осторожные няньки. Очень часто лошадей используют в работе с людьми, больными церебральным параличом. Автор поста собственными глазами видел те перемены, которые случились страдающим этой болезнью человеком, от начала ипотерапии и заканчивая ей. Гешбзр. Лошади – это одни из самых преданных человеку животных. Если вы сумеете завоевать любовь этого животного, то получите просто нереальный заряд самых позитивных эмоций. Не столько от катания, сколько просто от общения с ними. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы и дальше будем радовать вас невероятными историями, о которых не рассказывают по новостям. Делайте добро, и оно обязательно вернется к вам.